Направляемся посмотреть ботанический сад Бергенского университета. Судя по гугловским отзывам, там очень красиво, там цветут разные растения. Здесь даже журчит ручеек какой-то. Сделано очень все со вкусом, красиво. Необычное решение для пиленного дерева сделали. Из бревна сделали скамейку. Точнее, бревно сделали центрообразующим элементом скамейки, как бы показывая, что все, из чего сделано окружающие нас вещи, взято от природы. Но прелесть этого ботанического сада то, что здесь не только насаженные клумбы, но есть некоторые уголки, где ты идешь вот как будто по лесу, по самому настоящему. То есть есть прохлада, в жаркий день можно спрятаться от солнца. Очень мило. Пример детской площадки. Обычный спальный район с такими вот двориками, с такими вот домиками симпатичными. Даже есть балконы. Вчера мы немало бродили по современным районам города, а сегодня решили окунуться в более такие старые места, одним из которых является музейный комплекс исторических зданий еще 18-19 веков под названием Гамле. О, какой здесь старинный дом. Видно, что старый. Уже кое-где краска облезла. Ну что вы скажете? Интересный исторический уголок Бергена, скажите. Маленький, аккуратненький. Но с этой точки открываются тоже прекрасные виды на город. Опять в Бергене прекрасная погода. Если вчера было прохладно, сегодня вообще тепло. Даже многие ходят в шортах. Сейчас мы хотим немножко поменять валюту, потому что деньги тут расходятся с какой-то фантастической скоростью. И нужно кроны. Не хватает крон на все. В Бергене идем в такую старинную часть, которая называется Брюгген. Брюгген, типа такого. Там, где сохранились деревянные постройки с прошлых веков еще. Вот они, старинные деревянные домики. Сейчас здесь в основном сувениры продают, всякие лавки. Ну что, заходим вовнутрь. Мы погружаемся в историю.
Ну, неудивительно, что здесь случались пожары. Это даже вон, мостовая это была сделана из деревянных досок. Таких. Наверное, чтобы было теплее ходить. Тролли — это национальные герои Норвегии. И их тут продают в разных видах, в разных позах. Вот мы в очередном ресторане. Ресторан называется «Мадам Филе». Здесь есть рыбка. Вот это вот кусочки рыбы. Морковка, томаты, зелень. Очень вкусно. И немножко такая есть остринка. А, вот я еще вижу моллюски какие-то. Рыбный салат включает в себя креветочки, соломончик, овощи, а тут гренки. А Оля решила сегодня по мяску пройтись и заказала себе ребрышки, картошечку. Все очень выглядит аппетитно. Ну, отокушавшие, мы продолжаем наш путь. Есть улицы центральные, высокие и важные. Вот прекрасно то, что некоторые дома, которые уже приходят в негодность, их ремонтируют, реставрируют, красят внешнее вот это деревянное покрытие, приводят их в надлежащий вид. Вместо того, чтобы сносить и строить что-то каменное, кирпичное, как, например, вон тот дом, просто приводят в порядок то, что есть. И это выглядит намного более аутентично. Улицы я постою в тени, вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство дальние ведут меня. Вот еще один пример, как здание реставрируют, раскрашивают, приводят в порядок фасад. А может на Каштановой, а не на этих улочках. Тогда на Луговой с любовью встречусь первою, негаданно, нежданно. Когда говорят, что Норвегия богатая страна, говорят правду, потому что бездомных здесь очень мало, попрошаек. Есть вот только такие вот бронзовые. Сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство дальние ведут меня они. Приехали на концерт джаз-свинг. Люди собираются здесь. Так выглядит зал. Можно занять любой столик или место портерии. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. I could never show my face at noon, and you only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye. Where you feel the rhythm of violence long before it begins. When the thrill is only you know how. Sway with me. Мы выехали вот из города Бергена и едем на юг страны, на юго-запад.
Вот у нас на пути водопад. Его особенность в том, что, падая с горы, он делает такую дугу, которая позволяет, в принципе, пройти под ним. Там сделали специальную тропу, и можно пройти под этим водопадом, посмотреть его изнутри, почувствовать брызги. Сейчас мы это на себе все испытаем, посмотрим. Окей. Тут хорошая дорожка такая. И даже особо не мокро. Первый раз видим, что есть развязка в туннеле. Прям круговое движение, как подземный мир троллей. Вот из тоннеля дорога выходит сразу на какой-то мост. Через фьорд. Ну, мост красивый, потому что виды красивые. И мост очень длинный такой. Мост соединяет два берега фьорда. И его особенность в том, что нету даже опор никаких. То есть он полностью подвесной, опоры только на берегу. Вот произведение архитектурного искусства. Только от того, что все это в действительности сохранено в первозданном виде, то есть так, как в дикой природе, почти не тронуто рукой человека. Все вот даже архитектурные какие-то вкрапления, все эти ансамбли, они весьма органичные. Я могу сказать честь и хвала норвежцам, благодаря им мы можем восхищаться, так сказать, а-ля натюрель. Итак, вот мы отправляемся дальше по маршруту. Мы хотим остановиться где-то возле ледников, дойти до ледника, посмотреть, как выглядят ледники или то, что от них осталось еще. Конечно, это не самый большой ледник, но, может быть, там увидим что-то, лед или снег. Ну вот мы прибыли на стоянку возле ледника. Как бы кажется, что это возле ледника. Вокруг нас окружают прекрасные горы. И на одной из вершин лежит снег. Видимо, это и называется ледник. Оля всегда перед выходом фотографирует карту. Это нужно для того, чтобы потом сориентироваться и не заблудиться. Не знаю, как можно добраться до той горы пешком, трудно мне представить. Вот она, собственно, начало тропы. Написано: не кормите животных по дороге или лошадей. Да, я немножко ошибался, когда говорил, что будет такая ровная дорога из булыжников, потому что началась довольно грязная тропа, идущая в гору. Ну, сколько сможем, столько пройдем. Идем. Я думаю, прошли уже треть. Мне хочется надеяться. Да. Вот это наша тропа, да?
она превращается в ручей все больше и больше. И вопрос, куда идти? Ну, понятно, по камням. Здесь надо переходить по мосту. Вот есть и такие места. Проходим по мостику. Мостики, везде мостики. Ну и правильно, потому что иначе эти ручьи не перейти никак. Ну их здесь очень много, конечно. Это показывает, что ледник тает. Нам говорят, мы не прошли еще половину. Еще 1,5 часа. Мы тогда не успеем. Что будем делать? Я такая, чтобы еще бы можно было бы попробовать, но... Попробуем. Оля, как ты? Двумя руками. Ну вот мы поднялись на такое небольшое плато, и тропа идет дальше, вдоль этой речки. Но девчонки немножко побаиваются. Я думаю, что мы даже Мы до не 9 дойдем, это доползем. близко нет, это очень далеко. Я это понимаю, поэтому никто нету. Но видно, что люди еще поднимаются. Я думаю, еще минут 30-40 идти туда, а поскольку еще назад очень долго, мы не рискнем. Не успеем, просто нам надо приехать в гостиницу до 8. Последняя остановка на сегодняшний день – это вот этот прекрасный водопад посмотреть. Водопад впадает в такую прекрасную реку. Что примечательно, возле каждого такого красивого водопада есть специальная стоянка, туалет, чтобы люди могли остановиться, полюбоваться, не создавая при этом помехи на дороге. Вот наш комплекс гостиниц в этом небольшом городке под названием Хара. Собственно, вот блок, где мы будем жить. Мы сняли такой апарт-отель. Как компенсация за хостель мы здесь получаем нечто невообразимое. Квартира огромная, вот одна спальня. Мы здесь, наверное, должны, по идее, спать. Вот еще одна спальня. А зачем так много спален нам? Это чисто комната со шкафами. О! Какая прекрасная ванная. Значит, это все у нас прихожая. И вот такой роскошный салон. Роскошность его заключается в том, что есть уголок для еды, телевизор, огромный стол, где можно поместиться целой семье огромной. Вот такая кухня прекрасная. И вдобавок мы получаем вот такой вот огромный балкон
с таким вот видом на окружающее пространство. Взяли в магазине креветочки, взяли в магазине кальмарчики, а это надо как-то включить. О. Вот. Все готовится, рис тут был. У нас рыбные специальные запеканки, это что-то новое, мы такого еще не пробовали, только в Норвегии есть такая штука. Мы попробовали вчера в Бергене, очень вкусная, когда она разогретая. Готовили сейчас креветки. Рис. Вот это вот рыбные оладушки. Колбасы. Даже черная икра есть. Покажи, Оля, эту черную икру. Испугались тебя. Всех напугал. Пугливые какие-то. Так вот мы начали наш путь. Сегодня наша цель покорить вершину очередную. Еще сложнее, чем вчера будет маршрут. Но главное, чтобы мы туда добрались, потому что путь туда берет 3,5 часа. Называется место Скала священника или кафедра священника. Это плато такое, выступающее над фьордом на высоте там что-то 1000 метров. Пока что погода нормальная, дождя не ожидается. Мы едем на юг страны, от нашей гостиницы, на юго-запад. В некоторых местах дорога заканчивается, мост не построили, и мы заезжаем на паром, который сейчас нас на другой берег перекинет, потому что здесь нету другого пути. Только мы заехали, тут же отправился пароходик в путь, то есть мы вовремя успели. Так бы пришлось ждать, я не знаю сколько. Паром вмещает в себя, ну, я думаю, около 30-40 машин. Довольно немало. В общем, мы приехали, еле нашли парковку. Здесь находится информационный центр, туалет. Водичку можно пополнить, налить питьевую. Даже такая крутая инсталляция. Показывает маршрут на карте. Подъем 540 метров. Какие-то точки на пути. Ну, я смотрю, довольно-таки несложно. Дорожка вначале хоть и широкая, простая, но очень крутая. И резко вверх. Просто, наверное, градусов под 15-20. Крутая тропа привела нас на такую высоту. Стоянка внизу. Это первая остановка. Самое трудное еще впереди.
По маршруту даже установили скамейки, где можно посидеть, отдохнуть. Вот стоят и указатели, показывают, что мы прошли уже 1000 метров от старта и осталось 3000 до финиша. Вот эту тропу из булыжников сделали тибетцы. Они собирали вот здесь по лесу булыжники, таскали их. Это огромный труд, потому что 2,5 километра в такой тяжелой, труднопроходимой местности они построили вот это вот творение, чтобы другим было удобно ходить во время даже дождя, не по грязи, а вот по каменной дорожке такой. Не знаю, мне кажется, тут должны был весь Тибет работать, чтобы такое сделать в течение месяцев. Столько камней натаскать. Молодцы тибетцы. Хвала вам. Спасибо большое, что построили такой красивый маршрут. Тут между горье такая болотистая местность. Оказывается, в горах есть болото. Да, когда идет дождь, тут, наверное, воды столько в этом болотце. Поэтому, наверное, и сделали такой мостик, чтобы люди свободно ходили в непогоду. Этот маршрут подходит для дождливой погоды. Здесь даже возле камней специально есть стоки такие, чтобы вода не образовывала лужи. Когда ты там поднимаешься по ступенькам, они как-то вырезали их специально. Все продумано. Собачки встретились. Цветочки похожи как на перышки, как будто лен. Интересно. Собачки, как вьючные животные. К концу маршрута люди вывешивают замки на счастье. Наверное, чтобы еще раз сюда прийти или скрепить союз сердец. Вот они, последние 100 метров. Ну вот, почти пришли. Вон там наверху уже идут селфочки. Вот это узкий, красивый Люсифер. Очень живописный, труднодоступный. Здесь есть несколько маршрутов таких. Мы пошли еще по легкому. Есть и так называемый язык тролля, такой выступ. До него 18 километров идти. Ну, в смысле, туда и обратно. Наш маршрут всего лишь 4,5. Наверху сильный ветер здесь. И даже как-то
боязливо стоять на окраине. Позади меня вот видно тот самый мыс, выступ кафедра проповедника. Кто-то осмеливается подойти к краю. Ну давай солфанемся, может быть, вот здесь. А я подойду. Чё? Я, конечно, не смельчак, но я подойду, насколько мне хватит смелости. И самое главное, то, что мы это сделали. Да. Вы о чем ты? В общем, я понимаю, что оно того стоило. Вид, конечно, потрясающий. Вон люди ложатся на край горы. И делают селфи с червячком. Сейчас это покажу. Милый.